Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы декорируем елочную заготовку. Сегодня, наверное, больше будет урок повторения, но мне надо было отвлечься от того, что было на телеграм-канале, от скандала этого, многие в курсе, и поэтому вот я ушла в работу. Буду делиться. Если вам интересно, приступим. Для сегодняшней работы мне, конечно же, понадобится сам шар. Он у меня уже обтянутый. На канале есть много видео, как это делать. На этом останавливаться не буду, но ссылку оставлю. Для бантика я буду использовать ленту 1,5 сантиметра, шаблон 9 сантиметров. И также для работы, для декора мне понадобится лента с петельками. У меня здесь стразовая цепочка 2,5 мм и филигрань. Сегодняшний шар будет украшен филигранью. Филигрань, чтобы украсить верхушку, и филигрань, чтобы сделать декор. И немного страз. И начнем с бантика. Я уже много раз показывала, как делать бантик. Это самый простой бантик. Беру и вот так укладываю ленту. И вот здесь оставляю немного, вот здесь у нас остается место, чтобы наши вот эти ленточки смотрели вниз. Я уже часто говорю, как именно располагать ленточки, чтобы они не в бок смотрели, а именно вниз. И вот что получается. Беру иголочку и просто прошиваю. Здесь уже кому как удобно. Здесь не обязательно соблюдать там какие-то стежки. Возможно, сегодня немножко такой урок повторения. Но раз я что-то делаю, все равно решила вам показать, чтобы потом не было вопросов. Снимаю шаблон и затягиваю бантик. Все очень легко. У меня на канале вы найдете много разных бантиков. И, конечно, и для игрушек, и просто бантики. Делаю узелок, затягиваю. И вот что у меня получается. И теперь я просто тонкой лентой перекрываю бантик. Это самый простой бантик. Много раз показывала на канале. Ничего сложного. Лишнее подрезаю. Конечно же, обрабатываю огнем и подклеиваю. Даю закрепиться. И бантик пока отложила. Беру ленту, она у меня голубая. И первую ленту подклеиваю вот где у нас было скрепление шара из 2 половинок. И буду подклеивать ленту именно по этой отметке. Вот прямо она видна. И просто беру ленту, наношу клей, по необходимости вот так размазываю. И вот я вижу вот тут. И вот таким образом подклеиваю. Вот язычок здесь немножко идет наверх. И теперь прижимаю и даю закрепиться. Чтобы долго не ждать, я беру просто вот так, подкалываю иголочкой, разворачиваю заготовку, беру дальше клей, наношу на ленту. Обязательно вот так носиком размазываем, чтобы у нас клей не вылез из-под ленты и не испачкал нам заготовку. И подклеиваю. Снова укладываю шар, наношу следующую порцию клея. Обязательно вот так распределяю и подклеиваю. Здесь я смотрю, сколько мне надо, и вот так чуть-чуть больше отрезаю, чтобы подклеить на макушку. И обжигаю. И здесь уже продолжаю вот на вот эту оставшуюся ленту наношу клей, распределяю и вот так подклеиваю и даю закрепиться. Шар будет разделен у меня на 4 части, поэтому буду подклеивать под 90 градусов.
Также беру, наношу клей. Сегодня такой урок немного повтор. Но мне просто надо было сесть за работу после сегодняшнего скандала в телеграм-канале. Поэтому вот показываю вам. Ну, каждый, конечно, отметит для себя что-то новое. И даю закрепиться. Здесь я также подколю, чтобы не ждать, чтобы это все склеилось. И теперь вот так вот, смотря на обе стороны, я распределяю ленту вот так ровненько, чтобы у меня получились две части. И вот здесь крест-накрест. Если все ровно, я вот так подклеиваю, подкалываю иголочками, чтобы подклеить все ровненько. Отмечаю. Можно сделать это сразу вот так по всему шару. Так, здесь чуть-чуть кривенько пошло. Вот так. Подрезаю. Обжигаю. Так, смотрю, если все ровно, можно дальше закалывать. И теперь я буду знать, где у меня будет проходить лента. Вот, теперь можно спокойно отпускать. Укладываем шар для удобства. И наносим клей на ленту. Здесь можно брать вот так больше кусок, наносить клей, потому что у нас уже все отмечено. И нам легко все вот так между иголочками. Все ровно у нас подклеится. Ничего сложного. Конечно, если вы делаете это в первый раз, будет немного страшно, что получится криво. Но главное попробовать. Если вы не попробуете, не узнаете. И вот так аккуратненько все даем закрепиться. Для того, чтобы красиво вот сделать верхушку, я буду использовать 2,5 миллиметра белую стразовую цепочку. И вот так отмеряю, сколько мне надо. Вот так можно даже вплотную. И отрезаю таких 3 отрезка. Выравниваю на столе, чтобы каждый раз не измерять. И вот так. Второй отрезок и третий. Выравниваю и подрезаю. И эти 3 отрезка я склеиваю вместе. Некоторые клеят все по отдельности, но мне удобно, когда 3 отрезка вместе. Беру сначала посередине и по бокам вот так пододвигаю еще 2 цепочки. Все выравниваю и даю закрепиться. Вот, все у меня. И также я беру цепочку 2,5 миллиметра голубую. И по краям у меня будет цепочка 2 миллиметра. Так, здесь немножко неровненький камешек. Убираем, чтобы у нас все было ровно. Здесь у меня будет по бокам 3 цепочки. И тоже их склею вместе. Я уже не раз тоже показывала, как это делать. Сначала в середине цепочку и по бокам вот эти 2 миллиметра. Можно использовать 2,5, но мне больше нравится, когда в середине более крупная, а по бокам более мелкая. И даю закрепиться. Теперь я беру клей и наношу клей вот везде, вот сюда, на макушку, на верхушку. Наношу достаточно много клея, чтобы у меня все сразу приклеилось. Так, определяемся сразу, где у нас будет лицевая сторона передняя. Вот я определяю здесь, ну или здесь, ну, все равно. Давайте здесь пускай будет. Вот, и
здесь у меня будет склеивание, вот. И вот так сразу 3 полоски стразовой цепи укладываю. Так, и здесь все надо подклеить вместе. Беру клей, еще раз вот так наношу, так все поправляю и все вот так вот соединяю и даю закрепиться. И, конечно, сделаем красивую верхушку. Я использую вот такую филигрань, и мне надо отрезать вот эту серединку, она мне тут мешает. Так, с одной стороны поворачиваю ножницы и с другой стороны. И вот середину я вырезала. Теперь я прямо вот так беру, накладываю на середину вот таким образом и смотрю, сколько мне вот по краям надо подогнуть. И беру пинцет и вот так вот прямо пинцетом, чтобы не ломать ногти, все подгибаю. И вот что у нас получается. Пока у меня тут все не закрепилось, я верхушку отложу и украшу боковинки. И начинаю декорировать с ленты, которая внизу. Не вот верхняя, а вот именно внизу. Я вот так удобно укладываю. Беру клей. Ну, примерно на сантиметр наношу. Вот сюда тоже наношу, чтобы края подклеить. Наношу достаточно много. У меня 3 полоски. И мне надо все их склеить. Теперь беру стразовую цепь и вот так укладываю. Придерживаю пальчиком и все пододвигаю и выравниваю. И даю закрепиться. И чтобы не ждать, когда закрепится, мой излюбленный прием, вот так иголочкой все соединяю. Теперь для удобства поворачиваю заготовку. Вот так раздвигаю в разные стороны цепочки и наношу клей. Вы видите, клей наношу на всю ленту. Там, где мы клеим 2 цепочки, клей наносим на середину, края не трогаем, где 3 наносим на всю ленту. Укладываю посередине голубую и по краям белую цепочку. И теперь вот так пальчиком все пододвигаю и выравниваю. Вот, и все получается ровно. Перемещаю чуть-чуть шар, чтобы мне было удобнее. Или в руку берем, кому как удобнее. Здесь удобнее тем, что можно придерживать все это. Вот пальчиком я придерживаю, докуда я наносила клей, и продолжаю наносить. И, конечно, все размазываю. И вот так продолжаю подклеивать цепочки. И продолжаю работу. Со второго края мы вымеряем, сколько нам цепочки надо, чтобы вплотную у нас все было. Вот я тут прямо опускаю к краю и все вымеряю. И снова отодвигаю, наношу клей и все подклеиваю. Кто со мной давно, уже эту операцию не раз видел, как это делать. И вот так все укладываю. Конечно, все выравниваю. И даю закрепиться. И пока у меня здесь закрепляется, я подклею еще 3 цепочки. И работу будем начинать вот отсюда, не сверху, а именно вот отсюда. И также беру 3 цепочки, наношу клей. Вот в середину и по бокам. Зажимаем и даем закрепиться. И снова наношу клей вот сюда тоже на боковинку и на всю ленту. Беру свои цепочки и вот так прямо придерживаю пинцетом с другой стороны и даю закрепиться. Для удобства разворачиваю
Также поддерживаю пальчиком, раздвигаю цепочки, наношу клей и продолжаю точно так же подклеивать, как я это делала на вот этой стороне. Ничего сложного. И затем также обрабатываем вершину. И продолжаем работу. Также поступаем со второй стороны. Шар у меня украшен. И теперь можно украсить верхушку. Я смотрю, как у меня здесь все располагается, чтобы вот здесь отверстие у меня проходила вешалка. Я могу вот так отодвинуть, сюда вешалку одеть и примерить свой колпачок. Вот я его примеряю, и я вижу, что он полностью у меня садится. Поэтому даже не убирая его, чуть-чуть отодвину и нанесу клей. Клей нанесу везде. Вот так аккуратненько подлезаю. Очень удобно аппликатором работать. И вот так. И теперь опускаю и прижимаю. Даю закрепиться. Я уже показывала в предыдущих видео, чтобы не держать, вот так я наискосок подкалываю верхушку. И у меня все закрепится, все высохнет. Вот, и оставляю. И пока у меня верхушка закрепляется, чтобы я могла ее задекорировать, я пока приделаю бантик. Нагреваю пистолет и наношу клей. И вот так сверху вниз подклеиваю. И вот так прижимаю, чтобы нижняя часть бантика приклеилась. И даю закрепиться. Теперь смотрю, достаточно ли у меня вот эти ленточкой повернуты вниз. Если нет, то немного их подклеиваю. Наношу клей и вот так их подклеиваю, как мне надо. Вот эту тоже чуть-чуть вниз, поэтому отворачиваю бантик, наношу клей и подклеиваю. Даю закрепиться. И подрезаю края. Сразу много не подрезаю. Вот так. Если меня все устраивает, то подрезаю вторую сторону. И обрабатываю огнем. И здесь в бантик я решила добавить вот такую завитушку. Поэтому я ее отсюда отрежу. Обработала, конечно же, огнем. Буду использовать вот такой цветочек. Я уже показывала, как декорировать его. Здесь я использую вот такие вот стразы и по 6 звеньев цепочки с одной стороны и с другой. И вот такие листики. Листики я тоже показывала, как декорировать. Здесь я подклеила разного вида стразы. И вот таким образом я их установлю. Здесь можно поиграть. Или наоборот, вот так поменять. Это кому как нравится. Да, даже вот так будет лучше. И сейчас буду все пришивать и приклеивать. Чуть не забыла декоративную ленту для начала. Вот так примеряю. Также я уже показывала ленту эту и золотую, и серебряную. Наношу немного клея, чтобы склеить две части вместе. И теперь можно вот так примерить. Если все устраивает, наносим клей, приклеиваем. Даю закрепиться. Также примеряю кружево. Вот, меня все устраивает. Наношу клей и подклеиваю. Еще раз примеряю, чуть-чуть вытаскиваю, даю закрепиться. Еще раз примеряем цветок, чтобы посмотреть расположение листиков, так как нам надо сначала листики пришить, а затем уже прикрепить сам цветок. И вот такое расположение меня вполне устраивает. Поэтому один листик я вот уберу, беру иголочку, придерживаю,
И сначала закреплю узелок. И затем пришиваю. Я уже показывала, как пришивать. Так, зацепилось сразу все. И затем, конечно же, я еще раз приклею. Но обязательно пришивать. Я сейчас все брошки, все, что можно пришить, пришиваю. Так. Из-под низа или из-под верха, как вам удобнее. Так, вот в это отверстие попасть. Можно рядом. Главное хорошо пришить. Вот, и продолжаю работу. Затем пришиваю второй листик. И я вот так иголочку сразу перевожу, даже не обрезая нитку. И здесь я расположу второй листик. И сделаю несколько вот таких проколов, швов, чтобы пришить. И вот так у меня будет расположение листиков. Затем, когда я буду подклеивать, еще чуть-чуть подправлю. И продолжаем работу. У меня пришито, и теперь я даже не отрезаю нитку, я просто вот так иголку чуть наверх с ниткой перенесу. Вот. И теперь буду закреплять цветок. Цветок я буду закреплять между лепестками, поэтому беру вот прямо вот так нитку и иголочкой вот здесь пройду туда-сюда. Это надо сделать несколько раз, чтобы все у нас закрепилось. И затем еще и подклеить обязательно. Так, чтобы ничего не зацепилось. Да, как вы видите, работа кропотливая, но обязательно это надо сделать. Вот, располагаем цветок. Снова проводим вот так через цветок, через середину. Мы пока середину не украшали. И снова выводим иголочку вот. И делаем так несколько раз. И затем ниточку где-то закрепляем. У меня все пришито. Сейчас немного подстригаю края ленточек. И, конечно, все подклею. Вот я смотрю, где у меня что лежит. Обязательно вытираем носик пистолета и наношу вот сюда клей. Располагаю цветок. И также сейчас так мешает чуть-чуть. Также определю расположение листиков и тоже их приклею. Вот туда чуть-чуть под низом клея. И располагаю их так, как мне надо. И второй листик. Так, вот так отверну. И туда вот немножко клея, чтобы закрепить. Вот что получается. И вот где мы пришивали листочек, там видна ниточка. Я наношу немного клея и подклеиваю туда страз. Вот. Его, конечно, не видно, но в любом случае я все это дело закрываю. Также можно подклеить сюда вот куда-нибудь стразинку. Тоже будет красиво смотреться. Дополнительно, но не переборщите. И теперь мы украсим середину. Середину можно украсить всем, что у вас есть. Я буду использовать вот такие вот стразы. Поэтому нанесу клей на середину. Там у меня ниточки. И вот как раз мы сейчас все эти ниточки скроем. И заодно все украсим. И даю закрепиться. И вот что у меня получилось. Мне очень нравится полученный результат. Ничего лишнего, скромненько, но очень красиво. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи на канале. Пока-пока.